И добрый вечер, друзья. И напишите, пожалуйста, как нас слышно от 1 до 10, и как нас видно. Если максимум, то 10, если не очень хорошо слышно, то пишите меньше баллов. И насколько вы хорошо нас видите. 8, 9, 8, 7, 8. Хорошо, друзья, значит, у кого-то слышно лучше, у кого-то слышно хуже, но ничего мы не делаем. Мы вообще радуемся, что мы вышли в эфир. Just explaining the situation. Потому что мы находимся в Индии, в Керале сейчас с Джеком, где Джек проводит тренинг по Акаше. И сегодня утром у нас вообще не было никакой возможности подключиться к вам. Нам специально для вас привезли модем. И мы надеемся, что этого модема хватит, чтобы провести сегодняшний наш вебинар. Right. So, good evening, everybody. Добрый вечер всем. I'm Jack, and I would like to introduce my seminar, Creating the Life You Want in 7 Steps. Меня зовут Джек, и я хотел бы вам представить семинар 7 шагов для создания своей жизни, своей мечты. And it is a pleasure to be with you tonight. И это большое удовольствие с вами сегодня проводить этот вечер. So let me introduce myself. И давайте я представлюсь. As you can see, I'm born quite a long time ago during the big war in 1943. И как вы видите, я родился уже давно, во время Большой мировой войны в 1943 году. It was in Copenhagen in Denmark. И это случилось в Копенгагене, в Дании. And I spent the first half of my life in the army, the Danish army. И первую половину своей жизни я провел в армии. Learning how to make war. И учился, как вести войну. Then I left the army and started to look into how to make peace. И потом я ушел из армии и начал учиться, как создавать мир. And that's what I have been doing ever since. И с тех пор я это и делаю. In my education inside self-development, I'm a psychotherapist and I am certified NLP master trainer. И я психотерапевт и высшей категории NLP мастер-тренер. And 16 years ago, I was blessed with something called the Akasha Healing System. И 16 лет назад ко мне пришел дар. Этот дар называется лечение Акаши, система Акаша. From the unknown sources. И истоки этого дара мне неизвестно, откуда он пришел. And I'm speaking to you from Trivandrum in India, and Julia and I, we are starting an Akasha Healing training tomorrow. И мы с вами сейчас говорим из Тривандрума, где завтра начинается тренинг по Акаше. And looking into my residency, well, I have immigrated from Scandinavia to Cyprus, where I have my home at the moment. И я приехал из Дании, сначала где много лет жил, и сейчас живу на Кипре. So let's look into this idea about creating the life we want. И давайте посмотрим, как же создавать жизнь своей мечты. Well, you know, what I'm going to do in the seminar will be to give you a prescription on how you can actually, by those 7 steps, achieve what you really want at the deeper level in your life. И на тренинге я расскажу вам, как можно создать что-то в своей жизни, что принесет вам успех на самом глубинном уровне. And you know, you may think that, oh, here we have another guy promising me everything. И вы можете подумать про себя, о, это еще один тренер, который обещает мне все на свете. And I'm not promising you everything. Но, конечно же, я не обещаю вам этого. I would like to underline that this seminar that I'm doing in Ekaterinburg in March. Я хочу подчеркнуть, что этот тренинг, который я буду проводить в Екатеринбурге в марте, is a seminar I have been doing for the last 25 years. Это тренинг, который я веду уже 25 лет. Around 150 times for thousands of people. И я провел его более чем 150 раз для тысяч людей во всем мире. A lot of those people participating has been Russian. И большинство из этих участников были из России, были русскими. Because I'm pretty much
excited about teaching Russian. Потому что мне очень нравится учить русских людей. So let's see what is the presupposition if to have this process actually work. И давайте подумаем, почему весь этот процесс работает, почему этот тренинг такой успешный. It's about the first step. Take responsibility for everything in your life. Это связано с первым шагом. Принимайте ответственность за свою жизнь. You know, what does that actually mean? А что это значит? Well, it took me 2 years to really understand it. Мне заняло 2 года, чтобы действительно осознать этот принцип. It took me 2 years to understand that what I experience in my physical life is a kind of projection what exists inside me. И я 2 года осознавал, что все, что происходит в моей жизни, это всего лишь проекция. And that's the secret. И в этом есть секрет. The secret is that we have the information come inside us and we react to that information. И это связано с тем, что информация попадает внутрь нас, и мы реагируем на эту информацию. And you know, to really create the life you want, it's very simple. You actually need to create inside yourself, inside your thinking, inside your brain, a kind of model what you actually want, and then start to project it out. И если вы хотите жить жизнью своей мечты, вы должны начать с того, чтобы создать проекцию внутри себя, внутри своего ума, чего вы хотите. And when you do that and keep on focusing on that, then the inner model inside you will become your other reality over time. И когда вы это делаете, через какое-то время, эта модель реальности становится на физическом уровне и вами осязаемой, понятной. And these days, in the history of humanity, more and more people realize that it actually works like that. И в наши дни все больше и больше людей осознают, что все работает именно так. That the life we experience in physical shape is just a projection of what has been made inside us. Что жизнь, которую мы видим и ощущаем, это всего лишь результат проекции, которая создана внутри нас. Does that mean that we can become whatever we like to be? Значит ли это, что мы можем стать кем угодно? It means that we can become whatever you want inside the framework you have chosen for your life. Это значит, что мы можем стать только тем, кем мы подумали и что соответствует нашим ценностям внутри нашей жизни. And we all have a kind of framework around our life. И всегда вокруг нас есть некое понимание жизни. Это ценности наша рамочка. So let's look a little deeper into this. И давайте посмотрим поглубже на этот аспект. The two is called know yourself. Второй шаг называется «Познай себя». And on the seminar, at that step, we simply look into what's your vision. И на тренинге мы будем изучать, какая ваша визия. What's the larger picture you have inside your mind about the life you want to have? И какая у вас картинка, понимание того, какую жизнь бы вы для себя хотели. And let me tell you that a lot of those people who go to this seminar over the years have been people who want to make some kind of correction in their life. И большинство людей, которые приходило ко мне на этот семинар, они приходили с целью изменить свою жизнь. It comes to all of us, you know, over time, that at a certain point in our life, we really want to make a kind of adjustment, bigger one, smaller one, to our life. И это случается с каждым из нас, что когда-то в своей жизни мы хотим что-то улучшить, что-то изменить. Некоторые из нас хотят больших изменений, а некоторых поменьше, но все равно это происходит с каждым. It actually seems to be a law. И можно сказать, что это закон. So we look into your vision. Поэтому мы начинаем с того, что начинаем осознавать вашу визию. Motivation for this vision is something we can call your personal values. И какая же мотивация вашей визии, что является фундаментом для нее, это ваши ценности. And there's no change in our life unless a new set of values are building up inside us.
И ничего невозможно изменить в нашей жизни, если у нас не готовы для этого ценности. So for a lot of people who come on this seminar, it has been a little like this. What have been important so far in life is slowly fading a little out. И большинство участников рассказывают, что когда они идут на этот тренинг, они говорят, что ценности начинают меняться. И то, что было раньше важно, теперь уже не важно. And something new is slowly building up and making us look in a little other or quite another direction. И что-то новое начинает возникать, и человек начинает думать о новой перспективе, о новом направлении в жизни. That very often create a kind of conflict inside us, a conflict between old values and new values. И это создает конфликт внутри нас, конфликт между старыми ценностями и новыми ценностями. We will look into that on the seminar. И, конечно же, мы будем обращать на это особенное внимание во время нашего тренинга. We will also look into the belief system. Также мы будем изучать нашу систему убеждений. What do you believe about yourself? Эта система будет помогать нам понять, во что вы верите, что для вас важно. Just a second, Jack. Можете сейчас, Мария, написать, хорошо ли меня слышно? They are writing that they're hearing you good, but me not so good. Слышно ли теперь меня, что вам слышно был перевод? От 1 до 10 напишите, особенно вот Мария писала. Лучше. Хорошо, я буду поближе сидеть к cam, sitting very, very close. Yeah, now they can hear me better. Yeah? Let's continue about beliefs. Yeah? Yeah. Sorry, Okay. Jack. No problem. I mean, we knew this. Yeah. It could happen. Yeah. We are in Asia. Ну, ребят, извините, да, мы в Азии сидим, поэтому связь гуляет, и я постараюсь поближе говорить. Так мы остановились на системе убеждений. Okay, we're speaking about beliefs. Sure. So we were talking about the beliefs. И мы говорили об убеждениях. You know, I don't know how many beliefs a grown-up person had, probably millions. И я не знаю, сколько убеждений у взрослого человека, наверное, около миллиона. And there may be 2 or 3 which represent major obstacles for you. И всего лишь 2 или 3 убеждения в жизни создают для вас самые большие трудности. And the rest of it, perfect. А все остальное, это ваши убеждения, они поддерживают вас, они выполняют очень хорошую, важную функцию. And I can offer you an opportunity to recreate those beliefs which may be a little obstacle for you. И какая цель нашего тренинга, чтобы вы осознали эти ограничивающие убеждения, и они перестали быть для вас препятствием. We are also looking into what I call your special gifts. That means, what are you really special good at? Также мы будем изучать, какой ваш особенный талант, что у вас получается лучше, чем у других. We are all very good at something. Потому что каждый из нас по-своему чем-то очень хорош. We all have a kind of special gift. И у каждого из нас есть особенный дар. My special gift was the Akasha healing system. И у Джека особенный дар – это система Акаша. I didn't know that when I was a major in the Danish army. И, конечно же, он не мог знать об этом, когда служил в армии. That kind of things we don't know until the time where it is supposed to be revealed for us. И обычно мы не знаем о своем особенном даре, пока не пришло правильное время. This seminar may be a time for you to have this secret of what you're especially good at become revealed. И, возможно, этот тренинг для вас возможность понять, в чем вы действительно хороши, в чем ваш особенный дар. Let's move on. Давайте продолжать. Explore the present. Третий шаг – познай настоящее. Well, honestly, I can present that very, very shortly. И это можно очень-очень просто объяснить. Because the present is all that exists. Потому что настоящее – это все, что у нас есть. If you look into your life, you can very easily realize that the future does not really exist. That is your expectations. И если вы подумаете о своей жизни, вы можете осознать, что будущего не существует. Это всего лишь ваши ожидания. And on the seminar, we are going to work on those expectations and make them stronger. И на тренинге мы будем работать с вашими ожиданиями, чтобы они становились яснее.
и чувствительный, and the past does not exist. и прошлое тоже не существует. The past is just a collection of pictures inside your mind. Наше прошлое – это всего лишь коллекция картинок и воспоминаний внутри нашего разума. Just a collection of pictures. Это просто картинки. So what is left is the present. И все, что у нас остается, это всего лишь настоящее. And it is really scientific proof that the present is half a second delayed. This half second it takes to come from the sensory system into the brain. И ученые доказали, что мы получаем информацию с задержкой. Эта информация опаздывает на несколько секунд. And that creates a very peculiar conclusion. И это дает нам очень интересный вывод. Because if the future does not exist, Потому что если будущего не существует, and the past does not exist, и прошлого не существует, and the present is half a second delayed, а настоящее опаздывает на полсекунды, then, dear listener, what is left? что же тогда, дорогие слушатели, нам остается? Nothing. Ничего. Maybe it is really true what the old wise man said, we make the whole thing up. И, возможно, были правы древние мудрецы, которые говорили, что не существует реальности, мы сами ее создаем. And if that is really true, that we make the whole thing up, why do we not make something that we like? И если мы все равно уже создаем нашу реальность, почему нам не создать что-нибудь, что нам действительно нравится? That's what we can do together in March. И именно этим мы будем заниматься в марте. Let's move on. И давайте продолжать. Clean up your life. Of course, we need to do that. Очистите свою жизнь. Конечно, нам нужно этим заниматься. There will be some timeline processes that I will be guiding for you. И у нас будут процессы такого порядка, как гипноз, So- как транс, и Джек их проведет. To clean up some, what we could call negative emotions inside us. И мы очистим то, что называется негативные эмоции внутри нас. And also to recreate some of the beliefs that you may be struggling a little with. И также мы поработаем с убеждениями, которыми вас ограничивают, вам мешают. And maybe even some inner parts. И также, возможно, мы обнаружим какие-то ваши внутренние части, которые ограничивают вас. The tool I use for that is called timeline change. И инструмент, техника, которую Джек использует много лет, называется линия времени, трансформация на линии времени. We can also clean up for the outer life Мы также можем очистить нашу внешнюю жизнь. by simply analyzing Начнем мы с того, что будем просто анализировать. and ask ourselves, what kind of decisions do I need to make to clean up my physical life? И нам нужно будет поискать вопрос на такой ответ. Ответ на такой вопрос. Что же мне нужно убрать из своей жизни, как ее очистить, чтобы произошло изменение? And then we can just make the decision. И потом мы можем просто принять правильное решение. So we spend some hours to clean up the outer life and to clean up the inner life. И поэтому мы несколько часов проведем, очищая нашу внешнюю жизнь, а потом перейдем к внутренней. And then we have step 5. А потом у нас будет пятый шаг. Yeah. Living from the heart. Живите из сердца. Well, you know, this is something everybody talks about these days. И все говорят, конечно же, о том, про то, что нужно жить из сердца. Open the heart, Говорят о том, что раскройте свое сердце. which is beautiful. И это прекрасно. And what does it mean? Но что это значит? What does it mean to live a life with an open heart? Что это значит жить с открытым сердцем? It has to do with congruency. Это связано с конгруентностью. We all have a kind of core deep inside us. Потому что внутри из нас есть основа всегда, наша душа. And that core knows what is right and wrong for us. И эта душа всегда знает, что для нас правильно, а что нет. Which means that when we do this process of creating the life we want, it will be very, very supportive to look into this core and plan to live according to the core. И когда мы будем заниматься этим техникой, на пятом шаге мы будем искать соприкосновение с нашей душой, с нашей сущностью, для того, чтобы понять, что для нас правильно, а что неправильно. Yeah. And something else.
И кое-что еще. Nobody is alone in the world. Никто в мире не одинок. And it is a very old tradition to give about your prophet. И это очень старая традиция, что у вас есть своя, так сказать, душа, которая за вами присматривает, свой мудрец. I don't know what is right and wrong for you. И я не знаю, что для вас правильно, а что нет. When we look into compassion. Когда вы думаете о сострадании. And it is not my decision how you should live your life. И, конечно же, не мне решать, как вам стоит проживать свою жизнь. However, some people have a tendency to survive even living a good life, and some people struggle a little to do it. Но, как вы знаете, что некоторые люди принимают решения и живут хорошей жизнью, а некоторые постоянно борются с трудностями. And personally, I find it reasonable to have a kind of compassion inside our heart for other people. И я думаю, что это очень правильно, если вы можете сострадать всем сердцем другим людям. So I would like to discuss that with you during your seminar and leave for yourself some exercises. И мы обсудим тему сострадания во время тренинга, но вы сами примете решение по поводу, что для вас правильно, а что нет. That brings us to personal ethics. И это приводит нас к личной этике. It could be a kind of summary for this step 5. Можно сказать, что это некое обобщение пятого шага. Personal ethics is about right and wrong. Личная этика всегда отвечает на вопрос, что для нас правильно, а что неправильно. And we are 7.5 billion people on the planet at the moment. И нас более 7,5 миллиардов людей, живущих во всем мире. And we probably have 7.5 different set of personal ethics. И это означает, что у каждого из нас есть своя личная этика. And that's probably the way it should be. И, скорее всего, так и должно быть. I don't know what is your personal ethics. Я не знаю, какая ваша личная этика. I don't know what is right and wrong for you. И я не знаю, что правильно, а что не для вас. However, as part of the process we do, I would like to offer you a chance to look into this topic of your life. Но я бы хотел вам предложить подумать на эту тему. And once again, leave any decision to yourself. И, как всегда, вы сможете принять свое собственное решение. What is the right personal ethics for you? Что для вас значит личная этика и какие в ней правила? Now we are close to step 6, which is about what do you want? А шестой шаг отвечает на вопрос, чего вы хотите. You have found the vision, you have looked into your values, Вы уже нашли здесь как бы визию, познакомились со своими ценностями, have analyzed some of the beliefs and changed some of them, проанализировали свои убеждения, изменили их, which has opened some new opportunities. и это дает вам новые возможности. Time to look into the dream of your life. И пришло время понять, какая главная мечта всей вашей жизни. What was the dream of your life before you settled for less? Какая была мечта вашей жизни, когда вы согласились на меньшее? We have a process for that, of course. И, конечно же, для этого у нас будет особенный процесс на тренинге. That is a time to blow the limits. И это время, которое поможет вам изменить вашу жизнь. And take the opportunity to create a bigger picture. И тогда вы сможете создать очень большую картинку своей жизни. And start to create focus on how to fulfill your vision. We call that goal. И вы сможете создать фокус на свои цели, которая приведет вас к тому, чего действительно хотите. Create pictures. И вы будете создавать на физическом и ментальном уровне картинки своих целей. And use a very special process to install those pictures in that part of your mind that we could call the subconscious mind. И потом эти картинки с помощью особенной техники мы будем перемещать в ваше бессознательное. You decide everything yourself, of course. Но чего вы хотите, какая будет ваша большая мечта, все это вы решите самостоятельно. I can just offer to guide the process. Я просто вам предлагаю провести процесс, However, однако the process seems to work. очень кажется возможным и понятным, что процесс So работает. every time I
recommend to be very, very congruent with your inner core about those goals. И поэтому всем участникам я всегда рекомендую быть очень-очень осторожным с желаниями и посмотреть, что действительно происходит у вас внутри, насколько эти желания действительно вам конгруентны. Because you may get what you focus on. Потому что очень вероятно, что все это сбудется, потому что мы создадим фокус на эти цели. And then it's time to take action. И потом придет время делать конкретные шаги. And, because you have created goals of what you really want to have and do in your life, you can enjoy your life. И потому что вы создадите шаги и процедуры, которые действительно будут дарить вам радость, то вы сможете наконец наслаждаться жизнью. And that brings us to the last step. И это нас приводит к нашему последнему шагу. Empowerment, we have a few things more to look into. Надели себя силой, которые нужно обязательно обсудить. What is your plan of action? Какие ваши действия? Какой ваш план действия? What meetings do you need to arrange? Какие вам нужны встречи? Какие вам нужны контакты для ваших целей? Do you need any funds to have your dream come true? Нужны ли вам какие-то фонды, инвесторы для вашей мечты, для исполнения вашей мечты? Find some investors or other kind of things? Нужны ли вам какие-то новые люди или какие-то дополнительные ресурсы для того, чтобы все это осуществить? Or maybe a new relationship, whatever it is. Или, возможно, вам нужны новые отношения, что бы это ни было. And how about codependency? That means, are you depending on somebody? И очень важно в этом процессе избавиться от созависимости. Зависите ли вы от кого-то? We are all depending on somebody. Потому что каждый из нас в каком-то мере зависит от другого человека. And kind of connection going between our body and their body. И это связь, которая проходит между нашим телом и телом этих людей. There's nothing wrong with that. И в этом нет ничего плохого. We will look deeper into this process. И мы сможем этот процесс ощутить. Of how to exchange a very old dependency with a quite new and more bright one. И этот процесс поможет вам избавиться от старых ненужных созависимостей и создать новые поддерживающие связи. It may sound almost a little mystic. И это может звучать немножечко мистически. It's not. It's pretty much a natural process and easy to do. Но я хочу сказать, что в этом нет никакой мистики. Это очень естественный процесс, который имеет свои правила, и в нем нет ничего страшного. I would like you to take that process and take the power back to yourself. И, конечно, я проведу вас через процесс для того, чтобы ваша сила, ваша личная энергия вернулась к вам. You need your personal power to have your plan come true. Потому что вам нужна ваша личная сила, чтобы ваш план смог осуществиться. And you also need to have an open heart and pay attention to other people on the way. И для этого вам нужно открытое сердце, которое поможет помогать вам другим людям, которых вы будете встречать по пути. So what commitments should you commit yourself to? И какие же обещания вы должны дать сами себе, As a kind of finalizing of your plan. которые помогут вам финализировать ваш план, закончить этот процесс. I'm not talking about something that you are not allowed to do. I'm talking about something you really want to commit yourself to do. И это не те обещания, которые заставят вас делать что-то неприятное. Это те обещания, которые приведут вас к жизни вашей мечты. So we're going to make an analysis of that. И у нас будет особенный процесс во время тренинга, чтобы вы смогли поанализировать, какие обещания вам нужны. And once again, you decide everything yourself. Но, как всегда, вы все решите сами. And that brings us to where can we see each other? И это нас ведет к тому, где же мы можем встретиться вживую, когда будет наша реальная первая встреча. We can see each other the first time at the 23rd of March in Екатеринбург. 23 марта у Джека будет мастер-класс в Екатеринбурге, Where I will be talking about harmony and peace in the world through personal transformation.
И Джек будет вести свой очень известный мастер-класс «Гармония и мир во всем мире через личную трансформацию». Jeg vil tell a little about my own process, moving from being a soldier. И на этом мастер-классе я вам побольше расскажу про себя, как я ушел из армии, из майора, And being a guy who actually wants to talk about peace in the world. к жизни человека, который говорит о том, как создавать мир во всем мире. And the day after the 24th, И стоимость этого мастер-класса 500 рублей для тех, кто хочет присоединиться. Но что вас ждет дальше? Дальше вас ждет that one there, тренинг 24-25 марта. that will be the 2 days of timeline change process, creating the life you want. И это будет двухдневный тренинг «Создай жизнь, своей мечты» вместе с Джеком. Which I have just introduced. И все шаги будут связаны с этим вебинаром, только там все будет намного подробнее. You also have a chance to meet me for personal sessions. Также есть возможность записаться к Джеку на личную сессию в Екатеринбурге и прийти со своей проблемой. Сессия длится где-то час-полтора, и за нее за один раз Джек пытается и очень успешно решает ваши вопросы. I have been doing this kind of sessions with translation ever since 1994. И Джек ведет такого рода сессии с переводом с 1994 года, то есть очень давно. So honestly, I have a huge experience about it. И поэтому у Джека огромнейший опыт в этой теме. I will be honored, it will be my pleasure to meet you in March in Екатеринбург. И для Джека будет особенное удовольствие с вами встретиться в марте в Екатеринбурге, 23 марта на мастер-классе, 24-25 во время тренинга «Создай жизнь, своей мечты». И вы можете увидеть, что сейчас действуют две цены, и есть два пакета, стандарт и премиум. И цена это пока что очень хорошая, потому что, как вы видите, с 11 февраля стоимость начинает увеличиваться, а с 11 марта она еще раз стартует вверх, поэтому сейчас у нас есть самые лучшие цены. И, внимание, сегодня для наших участников вебинара у Джека есть особенная цена. We have a special discount. Yes, И эта цена еще составляет меньше, вам скидку делают, особенную скидку на 1500 рублей. И она будет действовать, эта скидка, в том случае, если вы до 10 февраля до 23 часов заплатите всю сумму. То есть, если вы заказываете пакет стандарт, вам стоимость тренинга будет 13 500 рублей, а если премиум 18 500 рублей, но это еще не все. Друзья, еще очень важно, что вы сможете принять участие в живом мастер-классе 23 марта совершенно бесплатно. И для этого вам нужно связаться с нашим организатором. Yeah, we can say some words about yes, Svetlana. we can. So I would like to thank Svetlana for arranging this evening tonight. И Джек хотел бы поблагодарить Светлану Макарову за то, что она помогла нам сегодня провести и собрать вас всех на этот вебинар. It's a pleasure to work together with a competent lady like Svetlana. И очень приятно работать всегда с таким большим профессионалом, как Светлана. I would also like to thank Julia for translating me tonight. И можем поблагодарить Юлию, которая сегодня переводила Джека. And I would like to thank everybody for being present and be part of this presentation here tonight. И спасибо, что вы все сегодня были здесь, в этой короткой версии мастер-класса, так как мы немножко ее укоротили, так как не знали, насколько будет хорошая связь. And we have one more masterclass, remember? Yeah, we actually would like to, because we didn't really know how the technology would work here tonight. So we have decided to follow up 26th of February. И так как мы укоротили немножечко сегодня мастер-класс и не знали, как будут работать технологии, мы решили сделать еще один вебинар. We will be in Vilnius and we will have a secure, very secure internet connection. И в тот раз, в следующий раз, 26 февраля, это будет понедельник вечер, мы будем в Вильнюсе, и у нас будет очень хорошая интернет-связь. So tell your friends that they can meet us on 26th of February. И поэтому вы сами и ваши друзья могут принять участие 26 февраля в вебинаре, это будет удлиненная версия.
Do we know the time? It's going to be about 8 o'clock by By local time there. Да, и это будет 8 часов по вашему местному времени. Точно такое же время, как и сегодня. So, I think we take a few questions now. И теперь мы можем ответить на ваши вопросы, поэтому если есть вопросы, вы можете писать в чат. I just writing thank you. Мгм. Спасибо, друзья, за много хороших слов. I just writing Sure. gratitude. Мгм. Just writing thank you. No questions so far. Да, спасибо вам тоже, что пришли. Нам было очень приятно, что интернет все-таки состоялся, потому что мы специально покупали вас сегодня, друзья, увидеть, поэтому надеемся, что 26-го будет полегче со связью. So thank you. It was a pleasure. Oh, we do not really have questions. They're asking if I'm living in Latvia and cannot go to Екатеринбурg, where can I meet you? In Vilnius? Вы можете, Яна, приехать в Вильнюс, там Джек проводит очень много своих тренингов, да, для этого можете написать или Светлане, она перешлет мне ваше письмо, или можете написать прямо мне, увидите, да, у Джека контакты на сайте, или Джеку он перешлет мне, и получите информацию по поводу Вильнюса, Литвы. Вы сможете не этот вебинар посмотреть, все вопросы к организатору, может быть, Светлана будет иметь какую-то отдельную запись по поводу вебинара, но еще 26 февраля будет более длинная версия, поэтому сможете Мария посмотреть. Asking when they can see this webinar. We have a question now. Yep. Can you, Jack, answer what is the balance between NLP and mystic practice? Can you answer this question now or maybe later? Well, I can easily answer that question. Виталий, Джек ответит на ваш вопрос прямо сейчас. There are different ways to answer that question. There might be some NLP trainers who disagree with me with what I'm saying now. И на этот вопрос можно ответить разными способами, и, возможно, многие тренера бы не согласились бы со мной. The presuppositions behind NLP seems to be very much alike the old principles used by the Huna system in the Pacific Ocean. И на самом деле очень многие практики из НЛП пришли к нам с Тихого океана, с практики Хуны. So basically, it seems to be the same principles behind. NLP has been translated into what we could call modern language. И можно сказать, что все шаманские практики, они были переведены на современный язык. Все практики НЛП, они из шаманизма пришли. And there seems to be a similarity when we talk about the principles. И очень много есть схожих моментов, если мы говорим о принципах в НЛП и в шаманизме. This is my way of looking at it. It may not be the truth. Но это только мой способ смотреть на эту ситуацию, это может быть неправда. Я не претендую на истину. Thanks for the question. Но, надеюсь, Виталий, я ответил на ваш вопрос, и спасибо вам большое за него. Okay. Some people didn't get opportunity to connect to our room today because they're writing that they should be much more. We have one more chance. Thank you for the answer. Okay. We don't have probably more questions, so we can finish now. Okay. So, anyways, ladies and gentlemen, дамы и господа, pleasure to meet you tonight. Было очень приятно с вами встретиться сегодня, несмотря на все наши препятствия и сопротивления. There is another opportunity, the 26th of February. 26 февраля у нас будет еще одна возможность выйти в онлайн. 8 o'clock local time, Vilnius time. По вашему времени. So, until then, have a good night. А до тех пор мы с вами прощаемся и желаем вам хорошей ночи. Thank you so much. Спасибо большое, Света, спасибо тебе большое, Светлана. Окей, все, до новых встреч, до свидания.